Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такого маленького китенка. Или еще можно сказать, что его зовут китенок амигуруми. Посмотрите, какой он прелестный. Есть у него маленький хвостик, плавнички, глазки и фонтанчик бьет сверху. Это его пузо и верхняя часть. Примерно в диаметре он где-то 6 сантиметров, а с хвостом в длину получается 8 сантиметров. Идею этого китенка я нашла в интернете. Было размещено бесплатное английское описание. По нему я как раз связала и хочу рассказать вам, как это можно сделать. А для вязания вот этого китенка нам понадобятся следующие материалы. Во-первых, это пряжа Yarnart Jeans двух цветов. Один цвет светлый для нижней части и потемнее для верхней части. Я использовала синий цвет. Крючок номер 2,5, наполнитель у меня синтепон, иголочка и вот такие полубусины, которые я потом покрашу в черный цвет акриловой краской для того, чтобы сделать глаза китенку. Табличка на английском языке с описанием рядов и количеством петель в каждом ряду. Но я когда буду сейчас вязать, я все это проговорю, в каком ряду сколько петель. Под видео я оставлю ссылку на описание, ссылку на статью, в которой будет размещена эта табличка вместе с пометками, сколько петель в каждом ряду вязать. Либо сейчас я вот так вот вам проведу, чтобы вы могли сохранить себе, куда-то посмотреть, когда будете вязать, например, не по видео, а сами всю эту схемку. Итак, начинаем мы вязать со скользящей петли или с кольца амигуруми, как вам больше нравится. Я делаю первую скользящую петельку и в нее вяжу 6 столбиков без накида. Из белой пряжи я свяжу полностью шарик столбиками без накида. Столбики будут цепляться за заднюю полупетлю, поэтому такой вот рельефный пузо получится у китенка. Потом я вяжу отдельно верхнюю часть обычным способом столбиками без накида, и в процессе вывязывания последнего ряда сделаю хвостик и плавнички китенку. И потом уже, когда в конце все будет готово, покажу, как соединять эти две части, как делать глазки, как их можно приклеить, и вот эти вот облики под глазками. Я сделала скользящую петлю и в нее вяжу 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю скользящую петлю. Так, тут тяну за хвостик и соединяю в круг вязания. Я соединила первый ряд, но дальше я буду вязать без петель подъема, просто по кругу, по спирали. Дальше для вязания я воспользуюсь маркером. Маркер поможет мне контролировать начало и окончание ряда, так как считать особо петли я не собираюсь. Вот, давайте в следующем ряду я его одену. Сейчас нужно связать в каждый столбик предыдущего ряда 2 столбика без накида. Это будет как раз 6 прибавок. И вяжем только за заднюю полупетлю. Так, вот петля предыдущего ряда. Это передняя полупетля, а вот это задняя полупетля. За нее буду вязать. Вот их 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последняя, которую я связала. Итак, первый столбик за заднюю полупетлю, второй столбик, третий, четвертый, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11 и 12. Смотрите, второй ряд готов. Теперь самое время одеть маркер вот, и пометить начало ряда. После этого можно будет только считать столбики, через сколько делать прибавки, а общее количество петель в ряду не считать. Ну, это, конечно, если вы уже уверены в себе и не будете вязать лишние петли или не будете их пропускать. Вот, ряд я не заканчиваю и сразу же, не делая соединительной петли, начинаю вязать следующий ряд. В следующем ряду я делаю прибавки через один столбик. То есть я вяжу 2 столбика, опять же за заднюю полупетлю. Весь белый шарик буду вязать за заднюю полупетлю. Прибавку, следующую петлю вяжу просто столбик без накида. Опять делаю прибавку и следующий столбик без накида. Опять делаю прибавку, следующий столбик без накида, прибавку, столбик без накида, делаю прибавку, столбик без накида и опять делаю прибавку и следующий столбик без накида. Еще обратите внимание, вот сейчас я для видео вязала достаточно свободно, но вот таких дырочек вот так вот не должно образовываться. То есть когда вы будете набивать синтепоном, чтобы он не просвечивал, вяжите достаточно плотно. Либо возьмите просто крючок меньшего размера, как в принципе чаще всего рекомендуют при вязании маленьких животных, амигуруми, еще кого-то, вязать очень плотно, либо использовать крючок на пол размера, на размер меньше, чем предполагает ваша пряжа. Дальше я постараюсь вязать поплотнее, чтобы не оставалось вот этих дырочек, и покажу, когда уже свяжу до середины. Значит, сейчас я связала второй ряд, это когда я делала прибавки в каждый столбик, и связала третий ряд, когда я делала прибавки через один столбик. Вот смотрите, SC это означает столбик без накида, и increase это одна прибавка. В четвертом ряду я буду вязать 2 столбика, 1 прибавка, повторю 6 раз, получится 24 петли. В пятом ряду 3 столбика провяжу, 1 прибавка, 6 раз, 30 получится столбиков. В шестом ряду 4 столбика, 1 прибавка, повторю 6 раз, получится 306 столбиков. И 7, 8, 9, 10, 11, то есть 5 рядов я буду вязать 36 столбиков без накида. Вот примерно на этой части покажу, как буду делать дальше убавки. Я связала 5 рядов по 36 столбиков без накида. Вот что у меня получилось, примерно половинка кита. Со следующего ряда, с 12, нужно начать уменьшать количество столбиков, так как мы вяжем шарик. Сначала прибавляли 6 столбиков в каждом ряду, теперь в каждом ряду будем убавлять 6 столбиков. Значит, вяжем 4 столбика без накида и делаем одну убавку и повторяем 6 раз. У нас должно в итоге получиться 30 столбиков без накида. Маркер я перенесла уже чуть поближе сюда, чтобы было удобно и не путаться. Значит, вяжу 4 столбика без накида. Вот мой маркер. 1, 2, 3, 4. Посмотрите, как я делаю убавку. В общем, многие, кто вяжет амигуруми, советуют именно так делать убавку. Вводим крючок в первый столбик за заднюю полупетлю, вытягиваем раз петлю, вводим крючок в следующий столбик и вытягиваем раз ниточку. На крючке 3 петли, протягиваем через них ниток. Вот получилась у нас убавка.
из двух столбиков связали один. Опять 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И делаю убавку. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Делаю убавку. Так, это 3-й раз. И нужно еще 3 раза повторить то же самое. Вот смотрите, вязание по спирали, как выглядит. Нигде нету подъемных столбиков. Везде вязание прямое. Нет столбиков вот этих подъемов, в которых часто образуются дырочки. Так, связали 30 столбиков. Следующий ряд делаем убавку через каждые 3 столбика без накида. То есть связали 3 столбика, сделали убавку. И так 6 раз. Вяжем 1 столбик, 2, 3 и убавка. Вот так вот выглядит убавка. Вот она. Вот эта убавочка была в предыдущем ряду. Смотрите, как она аккуратненько смотрится. Это я вяжу сейчас 13 ряд. Два, 3, убавка, 1, 2, 3, убавка. Не забудьте, что вязать нужно плотно. В 14 ряду вяжем 2 столбика и делаем одну убавку. Через каждые 2 столбика делаем убавку. Должно получиться 18 столбиков. И вот как раз когда закончится 14 ряд, автор рекомендует нам начать набивать плотно этот шарик китенка. Так, вяжу 1, 2 столбика и делаю убавку. Так, потихоньку начинаем набивать нашего китенка. Для набивки я использую синтепух, чтобы петля у меня не убежала, никуда не распоролась. Я вот так вот одену сейчас маркер на нее. И начинаю аккуратненько набивать, плотно утрамбовывая туда наполнитель внутрь игрушки. Так вот, чтобы она приняла форму твердого шарика. Следующий ряд делаем убавку через каждый 1 столбик без накида. Делаю убавку. Должно остаться 12 столбиков. Так, начинаем с убавки. Синтепух сейчас будет немножко мешать, поэтому придется его отодвигать в сторону. Так, убавка, столбик. Я, наверное, сейчас лучше вытащу чуть-чуть синтепуха, чтобы он здесь вот из края не очень мешался. Так, убавка, столбик без накида. У меня осталось ровно 12 столбиков без накида. На этом этапе я должна из 12 сделать 6 столбиков, все остальные, то есть связать 6 убавок. Из 12 получится 6 столбиков без накида. Я убирала лишний синтепух, поэтому сейчас мне нужно его добавить,
чтобы не было, чтобы игрушка была упругой, имела форму и не теряла ее в процессе эксплуатации. Вот он, шарик. И делают сейчас 6 убавок. Это самое, наверное, такое сложное вязание этого шарика. Вяжем только за заднюю полупетлю 6 убавок. 1, 2, 3, 4. Здесь уже в конце достаточно сложно вязать эти убавки, поэтому я оставила 6 столбиков, и сейчас надо их стянуть. Так вот мы нить затягиваем, ниточку, одеваем остаток, хвостик одеваю в иголку. И сейчас стяну оставшиеся 6 петель. Так вот, раз, прошью туда-обратно несколько раз, 2, чтобы аккуратненько дырочка закрылась и ничего не осталось. Вот. А для того, чтобы закрепить эту часть, я советую вам проткнуть несколько раз шарик, если хватит несколько раз или один раз, и вытащить его сквозь синтепух. Там очень крепко ниточка закрепится. Дальше мы ее натягиваем, нитку, натягиваем и отрезаем. Опс, все, она ушла внутрь. Готов шарик. Это будет наше основание будущего китенка. Берем пряжу синего цвета. Это тоже Yarnart Jeans будет у меня. И начинаем вязать точно так же, как мы вязали тело, только вяжем до 11 ряда. Даже, наверное, до 10 ряда. Сейчас я поточнее вам скажу, когда свяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, связала я ровно 11 рядов. И вы также вяжете 11 рядов. Все, как мы вязали белой пряжей. Значит, первый ряд 6 столбиков без накида. Только вяжем мы за каждую, за обе половинки петли. Как обычные столбики без накида. Значит, 6, второй ряд 12, третий ряд 18, потом 24 в четвертом ряду, в пятом 30, в шестом 36 и 5 рядов 36 столбиков без накида. Давайте я начну вязать. Делаю скользящую петлю и вяжу в нее 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И затягиваем хвостик и делаю первый ряд готов. Также буду вязать по спирали за обе полупетли обычные столбики без накида. В этом ряду делаю прибавки в каждом столбике. Одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая прибавка, шестая прибавка,
Итого получилось 12 столбиков без накида. Вязать буду по спирали. Опять ставлю маркер. Вот здесь у меня будет начало ряда. И без столбиков подъема сразу в первый столбик предыдущего этого ряда вяжу прибавку. 2 столбика без накида. Дальше без прибавки столбик и опять прибавку. И встретимся, когда я свяжу уже 11 рядов. Я возвращаюсь к вам, закончила вязать 11 ряд, и получился вот такая шапочка для китенка. Если у вас какие-то есть погрешности в вязании, можете спрятать внутрь. Так вот вставляем нижнюю часть и сюда верхнюю часть. Вот так примерно наша заготовка выглядит. Сейчас, не обрывая нить, я буду вязать хвост. Для этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набираю 8 воздушных петель. Вот 11 ряд закончен, и вяжу хвост. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Седьмую петлю вяжу столбик без накида. Дальше полустолбик с накидом. Два столбика с накидом. 1, 2, полустолбик с накидом, столбик без накида и еще один столбик без накида. Делаю соединительный столбик вот прям в самую ту петлю, в которой мы начали вязание воздушной цепочки. Вот получилась первая часть хвостика. Опять набираю 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. И в седьмую столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, полустолбик с накидом и 2 столбика без накида. 1, 2. Присоединяю нить, опять же делаю соединительный столбик опять в тот же самый столбик, куда до этого присоединялась я. Так получилось, что получился симметричный хвостик. Так, следующим этапом и нужно соединить верхнюю часть китенка и нижнюю часть. Смотрите, как я это буду делать. Вставляю сюда как шапочку на шарик. Примерно сделать точно так, чтобы хвостик был прям по центру вот этой вот закрытой нами дырочки начала шарика. А спереди, чтобы совпал у нас с началом вот этого круга, где мы начали вязать китенка. Вот так вот совпадает все, хвост совпадает. И теперь соединительными столбиками, для того, чтобы получился вот такой рельефный краешек, будем присоединять верхнюю часть и нижнюю часть. Здесь нужно немножечко будет постараться. Значит, захватываю синенький столбик и захватываю желательно какую-нибудь одну ниточку, не две, а одну, нижнюю белого, и протягиваю. Раз, сделаю соединительный столбик. Следующую захвачу и протяну. Так, захвачу и протяну. Белый захватываю, синий захватываю и протягиваю, делаю соединительный столбик. Такой рельефный получается соединение. Опять протягиваю через синюю и через белую. Раз, через синюю и через белую нить. 2.
Вот я уже связала 3, да, столбика. Теперь вяжу 4 столбик. Опять захватываю белую и синюю одну, желательно одну ниточку. 5, захватываю синюю и белую, 6, немножечко сложновато это делать, 6, и на 7, сейчас я провяжу 7, на 7 я хочу связать плавник. Для этого наберу 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Во 2 от крючка вяжу 1 столбик, в 3 от крючка 2 столбик и в самую 1 вяжу 3 столбик. И опять соединительный столбик в начало вязания. Вот такой маленький плавничок получится. Так, следующую петлю захватываю и опять с белой соединительный столбик. Следующую петлю опять захватываю. И так до конца ряда, до конца вот этого кругляшка нужно провязать соединительные столбики. Единственное, симметрично на противоположной стороне не забудьте сделать такой же плавничок. Так вяжем до конца ряда, а потом встречаемся. Так, мой 2 китенок готов. Вот посмотрите, 1, 2. Что еще хочу вам сказать, маленький такой секретик, как делать фонтан. Я беру крючок, протискиваю его внутрь и вытаскиваю из него маленький кусочек синтепона. Вот так, не очень большой, чуть-чуть его можно распушить. Вот это будет фонтанчик. Вам осталось приклеить глазки и сделать небольшие блики под глазками. Но и, допустим, если вы захотите этого китенка использовать в качестве брелка или подвеску на сумку, то этот фонтан придется убрать, потому что здесь у вас будет крепиться что-то. Или можно вот сюда повесить держатель для брелочка. Тогда будет вот такой вот у вас кит-брелочек. Я надеюсь, вам понравилась эта игрушка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Внизу под видео в инфобоксе я оставлю ссылку на статью, где вы сможете посмотреть описание по рядам, как что вязать, если вдруг вы будете вязать не по видео, а сами где-то там на пляже, дома, на балконе. Вот, вяжите, оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете об этой игрушке. Всем пока-пока!